Сегодня вы увидите 5 рассказов о дверях из Маркопедии. Первый рассказ «Зеленая дверь». Разумеется, он был пьян в стельку, только очень пьяный человек станет рассказывать подобные вещи случайному собутыльнику в грязном темном баре, где играет отвратительная музыка, подают не первой свежести пиво по цене втрое выше, чем в магазине, и в 10 раз выше цены, которую оно заслуживает, где тараканы спокойно беседуют, шевеля усами на липкой стойке, за которой дремлет потасканного вида девица, которая обращает на окружающий ее мир внимание, не больше, чем на следы чего-то перепоян в углу. Таких вещей не рассказывают порой даже самым близким людям из боязни показаться сумасшедшим. Но на дне его глаз, красных от выпивки и слезящихся от табачного дыма, столь густого, что его можно было зачерпнуть стаканом, не светился, сиял желтым огнем столь неподдельный ужас, что понимание пришло сразу. Он страстно желал бы, чтобы выслушавший его человек воскликнул: «Да ты совсем сумасшедший! Такого быть просто не может!» Тогда он, вздохнув облегченно, пошел бы к врачу, рассказал о кошмаре, который преследует его, и врач, человек с добрым и всепонимающим взором, сделал бы ему укол и отправил отдохнуть пару месяцев в тихое место, где в палате на 4 койки живут такие же, как он, сумасшедшие, каждый со своим кошмаром, который никогда не был явью. Знать, что это была галлюцинация, бред, страшный сон, вот была бы награда для него. Но его придавливало к земле осознание одного факта. Это было в реальности, и это не только его кошмар. Кто знает, сколько еще людей были там, сколько вернулись, и сколько сейчас сидит всю ночь в грязных барах, лишь бы не заснуть. Смотрит на мир сквозь красную пелену бессонницы, ходит на работу, как сонные мухи, лишь потому, что не смогли побороть любопытство. «Ты в детстве любила читать?» — повернулся ко мне прилично одетый мужчина лет 38, а может 40, только что залпом засосавший стакан водки и, судя по его виду, далеко не первый от вечера. Глаза его слезились, разило от него, как от старого алкаша, но щеки были гладко выбриты. Я не люблю общаться с пьянчугами, особенно в таких местах, где следующее предложение будет: «Пошли ко мне, выпьем» и все такое. Я вообще случайно забрела в этот бар в чужом городе, но поезда оставалось еще 3 часа, и сидеть на вокзале с бомжами в обнимку мне не особо хотелось. Я открыла рот, чтобы, как обычно в таких случаях, вежливо объяснить, что ценю тишину и покой, зачем обычно грубо посылаю, а если это не помогает, то следует удар, но его лицо, особенно взгляд, остановили меня. И я поняла, что этот человек не намерен ни приставать ко мне, ни тем более нарываться. Он просто отчаянно хочет выговориться, а я, как незнакомый человек, который через 3 раза растворится в ночи, чтобы никогда больше в его жизни не появляться, являюсь идеальным объектом для этого. «Да, любила», — ответил я, выжидающе глядя на него. «Скорее всего, сейчас последует опрос, любила я любовные романы и слезливая история о покинутом одиноком печальном мужчине или нет. Я тоже особенно ее любил Уэллса. Сначала меня очаровала и напугала «Война миров». Больше у нас дома ничего не было. Но после я взял в библиотеке сборник рассказов, пожалуй, это единственная вещь, которую я за свою жизнь украл. Я не вернул ее, потому что не смог с ней расстаться, понимаешь?» Я кивнула. Сама-то я за всю жизнь зачитал в библиотеках огромное количество книг. Тем не менее, беседа начала меня занимать, и отчаянно надеялась, что его рассказ меня не зачарует. Судя по всему, этот человек интересен, и хотя он едва ворочал языком, мыслил ясно и излагал не хуже. Знаешь, от какого рассказа я не мог оторваться и пересчитал его раз 50. «Зеленая дверь». Господи, как я хотел когда-нибудь найти эту дверь, чтобы там было ясное небо, красивые дома, доброжелательно настроенные дети, которые не прогоняют меня, а сразу позовут играть. И та леди, которая накормила его вкусным обедом. Я говорил себе, что если бы нашел такую дверь, остался бы за ней навсегда. Черт, если бы я знал, как же теперь я ненавижу этот рассказ. «Эй, налей-ка мне еще!» — крикнула девица за стойкой. Та вздрогнула, подняв голову и разлепив веки. Затем она посмотрела на него так, словно он был собачьим экскрементом, прилипшим к туфле.
У тебя деньги-то есть, сидишь тут весь вечер, алкаш. Плати давай, с тебя 83 рубля 40 копеек. Он безропотно полез во внутренний карман пиджака, достал оттуда потертый бумажник, в котором нашлась единственная 50-рублевка. «Слушай, я тебе в среду принесу», – моляще обратился он к девице. «У меня получка в среду». «Не ври, ты не принесешь ты ничего. Давай деньги или сейчас мента позову». У разбуженной девицы в глазах вспыхнуло пламя непримиримой борьбы. А у моего собеседника был вид одновременно униженный и полный того странного достоинства, которое присуще некогда уважаемым, но теперь опустившимся людям. «Да будь же ты человеком!» – с отчаянием воскликнул он, но тут я достал из кошелька 2 сотни и протянул девице. «Пожалуйста, наливайте, пока хватает», – попросил я. Девица взяла деньги, смирив меня уничтожающим взглядом, но налила 2 стакана водки. Придвинув свой к себе, я принялась крутить его по стойке. Собеседник же выпил свой залп, он поморщился, занюхал рукавом. «Спасибо», – сказал он, протянул руку. «Сергей». Я пожала его руку и представилась, но он замахал на меня руками. «Не надо, не говори мне, как тебя зовут. Я хочу тебе рассказать одну историю, если мы будем знакомы, то я ничего тебе не расскажу». Я пожала плечами, отхлебнула стакан, запил кока-колой. Так, на чем я остановился? Ах да, на мечте найти зеленую дверь в белой стене. Честно говоря, я удивлялся, как она могла оказаться в Лондоне. Потому что мне не нужно было ее искать, я точно знал, где она находится. Только у Уэлса она исчезала, а моя-то всегда на месте была, но я мечтал ее найти, потому что у меня никогда не хватало духу просто открыть ее и заглянуть вовнутрь. Не то, чтобы я боялся. То есть я, конечно, боялся увидеть за ней то, что там должно быть. Сырой грязный подвал, почуять вонь зашлой воды, а я хотел, чтобы все как в рассказе. «Ты так туда и не пошел?» – спросила я, потому что он замолчал, обхватив стакан ладонями и глядя в него, как колодец. «Да нет, пошел, и не один раз. Но ты не торопи меня, мне об этом трудно говорить». «Почему?» «Потому что мне страшно». Тут замолчала я. «Страшно?» Мне было лет 15 тогда, я даже ребенком в чудеса не верил. Ужасно хотел верить, заставлял себя, но даже в Деда Мороза не верил никогда. Да и с Аистом мне все было ясно. Бывало, сижу, мечтаю, зажмурю глаза, потому что ожидание чуда было очень сильно. Думал, открою их и увижу чудо. Но когда уже был готов, внутри говорил голос: «Да не будет там ничего, ерунда это все». Никаких чудес не происходило. А вот тот вечер случилось поверить. Я был у друга на дне рождения. Там впервые в жизни попробовал спиртного и напился в стельку. Сейчас я еще трезвый, а тогда мама сказать не мог. Я приполз домой на карачках, в дверь постучал, мать открыла, да и говорит мне: «Иди-ка сперва протрезвей, свинья, потом домой иди». Я даже просить ее не стал. Мамочка у меня была кремень баба, покойница. Я вышел на улицу, была осень. Конец октября, ливень холоднющий, ветер жуткий, я промок до нитки, хоть выжимая, а тут смотрю, тот самый дом. Был у нас дом один, белый такой, никто в нем не жил. Он на снос шел, но все никак не сносили. А рядом с подъездом, знаешь, такие двери, где мусоропровод. Вот, в том доме был мусоропровод, хоть и не старый был, а тамошняя дверь была зеленая. Облупленная, грязная, но все же зеленая дверь в белой стене. И я как раз мимо того дома шел. Дверь в подъезд заколочена была. Да и та тоже, но тут смотрю открыто. А у меня, знаешь, какое настроение было. Мне плохо, я перепил, мне холодно, мать выгнала, да еще на днях с девчонкой своей рассорился. Ну, думаю, будь что будет. Зайду сейчас в зеленую дверь, а там солнце, тепло, и все меня любят. Там и останусь. Ну и зашел. И что? Я подалась вперед. Рассказ захватил меня целиком. Может, он и врет, но до чего же складно врет собака. Можно слушать весь вечер. «Водки налей, красавица!» Он снова потревожил девицу.
Та налила, нет, рывая глаз. Сергей выдохнул, зажмурился и заглотил водку, как жидкое пламя. Я забеспокоилась было, что он отрубится раньше, чем доскажет, что уже увидел за дверью, но его, похоже, не брало. Он протянул руку и откусил от бутерброда, который растягивал на весь вечер, малюсенький кусочек и уставился на меня. «А ты чего не пьешь? Ночь долгая, я долго говорить буду. Ты лучше выпей, я-то уж малость поуспокоился, а тебе первый раз слушать». Я знаю, о чем говорю. Я посмотрел еще раз на его красные глаза, на его черные волосы. Тут и там пронизанные сединой. Что же там было? Я послушно хлебнула еще водки и вновь обратилась вслух. Открыла я дверь, смотрю, паутина, лопата старая в углу стоит, пустая пачка сигаретная, смятая лежит. Только вот одно необычное, в таких каморках и повернуться-то негде, а это здоровущая такая, но я думаю, дом-то старый, там все помещения большие. Почему бы этому здоровенному не быть? Ничего-то здесь нет, думаю, но хоть дождь не капает. Хоть дождь не капает. Сижу на каком-то ящике, вдруг слышу, откуда-то из угла смех доносится. Девичий смех, звонкий такой. И мне тут в голову приходит: Маринка. Башка-то пьяная, не соображаю, откуда Маринке взяться в 1:30 ночи в каморке мусорной. Я встаю, говорю: Марин, а это ты? А сам вижу, Маринка в углу стоит, голая совсем, волосы по плечам рассыпались, улыбается, смеется, рукой манит. Я как сумасшедший стал, мальчишка совсем, девки голые отродясь не видел, в глазах потемнело. Бросился я к ней, бегу, а сам, раздеваясь на ходу, пиджак сбросил, рубаку содрал вместе с пуговицами, с ботинок просто выпрыгнул. Вот только я шаги делаю, а она ближе не становится. Главное, бегу, то уже минуту, не меньше. Таких помещений быть не может, чтобы вот так за минуту не пробежать. Вот бегу без ботинок, в носках да брюках, тут Маринка остановилась. Смотрю, а стою я на травке, как в рассказе. Только там день был ясный, а тут ночь, да какая. Луна полная, огромная в полнеба, как на Марсе каком-нибудь. Красная, как кровь, но похоже, как будто на небе нарисованная, потому что вокруг, кроме этой самой луны, до Маринки не видно ничего. А вот Маринка светится таким светом голубоватым, как привидение в фильме. Стоит она, смотрит на меня, а я остановился. У меня весь хмель из башки вылетел. И тут понимаю, что это не Маринка. Но повторяю, а голос-то дрожит. Марин, ты? И тут она ко мне подходит, обняла меня, прижимается, у меня все торчком, но сам понимаю, не хочу я этого, чем бы оно ни было. Но с собой ничего поделать не могу. Тут чувствую боль дикая в спине, где ее руки. Я ее было от себя оторвал, отпихнул подальше, да только без толку, у меня руки через нее прошли. Она улыбается, по мне руками водит спереди по груди. Смотрю, а там, где она провела, кровище ручьем стекает. Тут я заорал во всю мощь и обратно бежать бросился. Бегу, а она за мной плывет, смеется этими своими смешком развратным. И время от времени меня рукой раз, я ору, а она за мной. Так вот, туда я с минуты бежал, а оттуда полчаса. Никогда бегать не умел, тут лечу как птица. Я думаю, я в ту ночь олимпийский рекорд поставил, а все равно выбирался дольше, чем забирался. Он без слов толкнул стакан через стойку, стакан задержался на самом краю, покачался там, но падать не стал. Девица, очнувшись, снова вновь налила. Его била крупная дрожь, как всегда бывает, когда ты рассказываешь, что давно мучает. Я поняла, что мы с девицей первые слушатели этой истории, возможно, что и последние. Я оттуда удрал тогда, вылетел как ошпаренный. Приполз домой. Матери сказал, что меня избили и ограбили. Я аж в одних штанах до носках домой приполз. И вот веришь или нет, с того вечера и до прошлой недели я не выпивал больше 3 рюмок вина, и то и по праздникам. Не, еще один раз был. На следующий день мне показалось, что все это просто кошмаром. Чего бреду не привидится, да и память мне подсунул каких-то 4 пьяных парней,
которые меня отколошматили за то, что в чужой район с пьяну влез, смотри». Он расстегнул рубаху, на его груди росла густая шерсть, везде кроме 2 мест. Длинные полосы шрамов тянулись по его груди, начинаясь наверху, как отпечатки ладоней. Семипалых ладоней. Меня как током ударило. Я смотрел на эти шрамы, не в силах поверить в то, что вижу. Я в шрамах толк знаю и могу точно сказать, такие шрамы остаются, когда с какого-либо места срезается кожа. Не вся, но очень толстый верхний слой. «Господи, как ты сознание тогда не потерял?» – прошептал я, протягивая руку, чтобы дотронуться. Он внезапно взволнованно воскликнул: «Ты мне веришь? Ты веришь? Это было? Я не псих, это было или не было? Скажи-ка мне, было или нет?» «Судя по шрамам, был», – сказал я. «У меня еще на спине таких несколько. Ты ладони видишь, отпечатались. Могут такие ладони быть, ты мне скажи». Я покачала головой. Ужас, пылающий в его глазах, казался мне теперь отражением моего собственного. Я отхлебнул добрых полстакана, чтобы унять дрожь. «Хочешь слушать дальше?» – спросил он, пристально глядя на меня. «Ты скажи, если не хочешь, я пойму». Я и сам бы не хотел такое слушать. «Да хочу», – ответила я, но не была уверена в этом. Но теперь, после того, что он уже рассказал, я не чувствовал себя вправе оставить человека наедине с его кошмаром. «Марина умерла через 3 дня», – продолжал Сергей, уставившись на свои руки, сложенные на коленях. «Я был на ее похоронах, хотя меня трясло, когда я туда шел. Все вместе на меня обрушилось, я любил ее безумно, а тут мне звонит ее мать и говорит: Мариночку током ударило в ванной, она умерла сегодня в 3 часа ночи. Она говорит сквозь рыдание, а я сам стою как пришибленный. Потом чувствую, задыхаюсь, я от горя онемел, что сказать не знаю, и тут как молния смех ее в этой каморке, руки, которые с меня заживо кожу сдирали, и словно сон наяву. Все вижу, вот стена, телефон, окно, но все вижу, как будто через нее. Она напротив меня стоит, улыбается, смеется. Ее мать слышу, а ее смех в ушах звенит. Потом все пропало. Когда ее хоронили, я сзади всех шел, плакать стеснялся, да и родственников впереди уж больно много было. Потом, когда прощаться стали, все прошли мимо, в лоб ее поцеловали по разу, я подошел. Не зная, поцеловать мне ее или нет, но она в гробу как живая лежит, решил поцелую. Наклонился к ней, хотел поцеловать в щеку, вот лицо опускаю, вдруг вижу, она глаза открывает на меня, смотрит, улыбается, а во рту у нее полно зубов, острые, как пики, кровь сквозь них течет, а она меня взглядом сверлит. Я чуть было не заорал, но сморгнул, и все пропало. Она опять мертвая и вовсе не улыбается, никаких зубов, но мне показалось тогда, что уголки губ у нее все же приподнятые. Она как будто приготовилась улыбнуться, как будто говорила: «Подожди, дружок, сегодня ночью я к тебе приду, малыш», но никто тогда не заметил ничего. Он замолчал. Тут я подняла голову и заметила, что девица смотрит на нас во все глаза. Выражение ее лица не сулило ничего хорошего. Она решительным шагом направилась к нам, уперла руки в бока и заявила: «Так, ну-ка выметайся, ничего тут пугать приличных людей. Вот сдачи мне не надо, чтоб духу твоего здесь не было, через минуту чтоб ушел». По ее лицу я поняла, что она напугана до полусмерти. Я ждала, что сейчас Сергей замкнется, и я больше ни слова не услышу. Я почти надеялась на это, но он встал, посмотрел на меня и сказал: «Если хочешь дослушать, пойдем, тут недалеко детская площадка есть, там домики, грибочки, можно посидеть». «Да, пожалуй», — согласилась я. «Эй, девушка, можно вас?» – окликнула меня девица, я пошла к ней. «Ну ты чё, в своем уме, нет? Это же маньяк, точно тебе говорю», – театральным шепотом возвестила она, косясь на моего собеседника. «Зарежет тебя и поминай, как звали. Сиди здесь, будет приставать, и я милицию вызову. Тут милиция через дом, не ходи с ними куда. Спасибо вам», – сказала я, ценив заботу. «Но я не думаю, что он маньяк, я позабочусь о себе, не волнуйтесь». «Ну иди, дурище», – неожиданно рассердилась девица. «Мне-то что, о тебе забочусь. Иди, пусть он тебе кишки выпустит». Я пожала плечами и вышла вслед за Сергеем, который стоял, сутулившийся, прикуривал, прикрывая слабый огонек зажигалки от прорывистого ветра. Закурила я, по дороге мы взяли еще бутылку,
зашли в темный, пропахший кошками двор, немного помолчали. Я с тех пор плохо понимаю, сплю я или бодрствую. Мне сейчас 34, а я уже весь седой. С тех пор 19 лет прошло. Если бы все кончилось тогда, я бы, может, и забыл обо всем. Через 4 года дом наконец-то снесли, и я надеялся, что смогу про все это забыть. 4 года я ходил в обход, делая 1,5 квартала крюка, лишь бы не проходить рядом с этим проклятым домом. Однажды мне приснилось, что я стою перед этой дверью, держу ее обеими руками, но она все равно открывается медленно, неторопливо, но верно. Она открывается, и в щель между косяком и дверью высовывается рука, вся гнилая, с червяками. И смех, все тот же смех. Тогда воплем весь дом перебудил. Мать прибежала, а я лежу, смотрю на свои руки и ору. Она ничего не заметила, но я тебе скажу, у меня между пальцами застряли кусочки облупившейся зеленой краски. Я тогда кровать намочил, но ничуть этого не стесняюсь. Любой бы на моем месте намочил. Скажи, могло это быть, а? Могла эта проклятущая краска, которая где-то далеко на свалке валяется вместе с дверью, попасть мне на руки и сна? Может, эту дверь кто-то надорвав взял, в печке и сжег, но я надеюсь, что никто к ней не притрагивался. Никому я этого не желаю. Сергей говорил, уже не глядя на меня. Я поняла, что если сейчас, например, иду куда-нибудь, он будет продолжать говорить. Я не перебивала его. Мне было страшно даже просто смотреть на человека, с которым случилось такое. Я был там еще дважды, неожиданно сообщил он. Не веришь? Через 6 лет после того случая, через 2 года после того, как дом снесли, я слонялся взад и вперед, не зная, чем бы заняться. Был день вполне ясный и обыкновенный. Я шел, куда глаза глядят, куда-то сворачивал. Не смотрел ни на кого. Потом подумал, а не зайти ли к другу в гости, как раз мимо его дома проходил. Панельный дом, плиткой белый отделанный. Маляры возятся с соседним подъездом, красят дверную коробку. Если бы я посмотрел, что делаю в жизни, бы и не пошел туда. Но как-то не подумал, идиот. Ну ты представь себе, день ясный. Солнышко светит, птички поют, люди кругом ходят. Какая разница, что дверь покрасили зеленой краской? Я задохнулся в ожидании. Я зашел в подъезд, вызвал лифт, доехал до последнего этажа, где жил мой друг. Он не открыл, но вид у него был какой-то обескураженный, словно у него, скажем, девушка. Я в неподходящий момент пришел, но он провел меня в кухню, поставил чайник. Мы с ним немного побеседовали, а потом он извинился и сказал, что ненадолго выйдет, и пошел зачем-то в ванную. Через некоторое время, а друг все не шел, я прислушался и услышал, что из ванной доносятся какие-то странные удары. Как будто по матрасу чем-то лупят, плеск воды и чертыхание Витьки. Я зашел в ванную и остолбенел. Витька стоял голый по пояс, вся ванная заляпана кровью. Она была везде, на полу, на стенах, на потолке, в руке у него топор. А в ванной женский труп, без рук, без ног, а в раковине лежит голова. Я пригляделся, а это Витькина мать, я с трудом ее узнал. Витька повернулся ко мне, ухмыляется во весь рот, да и говорит: ну раз ты видел, помог бы. Я как рыба на берегу рот разеваю, а слова не проходят, воздух не идет. Наконец справился, говорю: ты что наделал, идиот? А он мне: будет знать, как не давать мне денег, старая сука. Потом он повернулся к раковине, плюнул ей на лицо, а она открыла глаза и скрипит таким голосом, знаешь, как будто дверь не смазанная, такой пронзительный визг. И не дам, а не проси, я не денежный мешок. Потом посмотрела на меня, засмеялась и говорит: что ж ты стоишь, Сереженька, помоги другу, раз пришел. Я вылетел из квартиры, как пробка, выбегаю на лестницу и вижу, это не Витькин подъезд, старая такая лестница с широким пролетом и марши по обеим сторонам от него. Я бегу вниз, перепрыгиваю через ступеньки, смотрю, а прибежал-то наверх, обратно прибежал. И обе лестницы ведут только вверх, а вниз нет маршей. То есть они есть, но этажом ниже, а туда прыгать 3 метра, только ноги ломать. А тут хлопает дверь, и Витька выходит, в одной руке топор, в другой голова. И оба на меня смотрят и орут так, что уши закладывает, визжит истошно, особенно башка старается. Я через перила ноги перебросил, а они орать перестали. Витька мне в глаза смотрит и говорит: ты думаешь, что сможешь от нас убежать? Зеленые двери, они везде. С сегодняшнего дня даже твоя сортирная дверь зеленая. Тут я про высоту и позабыл.
пролет прыгнул, с тех пор хромаю слегка. И знаешь, что дальше было? Я покачал головой. Я выбежал из подъезда, и это не был Витькин дом. Я стоял посреди стройки, на том месте, где был тот старый дом. Я выбежал на площадку, и возле меня вообще не было ни одной двери. Ни зеленой, ни любой другой. Сергей хотел выпить, но, встряхнув бутылку и посмотрев на нее с отвращением, не стал. Зато я стал, чуть-чуть полегчало, и я вновь уставился на него. Я болел долго, меня лечили, думали, это стрессы на работе. Ясное дело, я никому про дверь не рассказывал. Боялся, с одной стороны, на всю жизнь загреметь психушка, с другой боялся, что у меня не найдут никакого психического заболевания. Вот чего я боялся. Надо ли говорить, что через неделю ни Витьки, ни его матери не стало. Пожар среди ночи, выгорело все. Хоронили их в закрытых гробах, но на похороны я не пошел. Я вообще не выходил из дома. Я снял все двери в квартире, даже в туалете снял, благо жил один. Моя боязнь дверей переросла в манию. Я уволился с работы, причем сделал это по телефону. Слава богу, что на свете есть друзья. Я не пошел бы даже в магазин. Я позвонил другу, объяснил, что сломал ногу, не могу ходить, и он привез мне мешок картошки и ящик тушенки. На этом я прожил месяц, но потом страх не то чтобы ослабел, он отодвинулся куда-то на задний план. Я жил с ним, дышал им, но он уже не маячил у меня перед глазами. Я нашел себе силы, нет, я заставил себя открыть свою белую дверь и выйти на улицу. Если бы дверь в подъезде перекрасили в зеленый цвет, думаю, я спустился бы из окна по веревке, так сильно я хотел выйти на улицу. Спустя полгода я понял, что смогу избежать беды, если буду внимательно осматривать дверь перед тем, как войти. Мне даже пришло в голову, что нужно носить с собой бутылочку с краской, если мне будет очень нужно зайти в зеленую дверь, я вымажу ее краской, и она уже будет не зеленая, а полосатая, тогда Диана станет безопасна. Сергей посмотрел на небо, луна в третьей четверти сияла очень ярко, фонари не светили, но света хватало. В этом свете я разглядел две мокрые дорожки, прочерченные на его лице. Отчаяние, ужас и тоска были в его глазах. Я протянул ему бутылку, он кивнул и в один глоток прикончил ее содержимое. Я счастливо избегал проклятой двери 13 лет. Я переходил на другую сторону улицы, даже если оттенок был чуть-чуть близок к зеленому. Я уяснил, что любой другой цвет не опасен. Я уходил от беды, ловчил и петлял как заяц. Моя фирма потеряла солидную сумму денег только потому, что я не смог заставить себя открыть дверь офиса одного возможного партнера, но я об этом не жалею. Я-то знаю, что за ней оказался бы не он, и сделки все равно не случилось бы, но теперь я проиграл и проиграл по-крупному. Я именно поэтому все тебе рассказываю. Ты опять вляпался, спросил я. Вроде того, и вляпался по-глупому. Глупее не придумаешь, ничего особенного в этот раз не было. Я съел что-то весьма несвежее и мчался к туалету, чертя голову. Какой цвет, какая дверь? Я просто влетел туда и распахнул дверцу кабинки. На толчке кто-то сидел, я хотел извиниться и выйти. Но тот, кто сидел на нем, поднял голову и посмотрел на меня. Я сперва не мог понять, где же я видел его. А он смотрел и начал смеяться, просто громко хохотать, держась за живот. Он смеялся до слез, но вместо слез текла кровь. У него отовсюду текла кровь, он ею сочился. Он поднял руку и показал на меня пальцем, перестав смеяться так же внезапно, как и начал. «Ты!» – громко крикнул он. «Теперь ты! Попался, попался!» Я захлопнул дверь, прижал ее спиной, из-за нее доносились гневные крики, звон бьющихся фаянса, смех и брань. Но мне не было до этого дела, потому что там внутри был я. Это я сидел на том толчке и показывал на себя пальцем. И сочился кровью и бушевал там внутри я. Подавленно я смотрела на него. Он цепился себе в волосы, тряся головой, словно сились отогнать кошмар. «Слушай, а почему бы тебе куда-нибудь не уехать?» – сказал я, просто чтобы подать ему хоть какую-то надежду. «Глупости, куда мне уезжать? Куда можно уехать от этого проклятия? А кроме того, у поездов зеленые двери. Должен же быть выход, просто веди себя осторожно, избегай всего». «Я не могу избежать ничего, уверен,
все случится просто естественно. Я могу сидеть дома и умереть от инфаркта, когда дверь какого-нибудь шкафа окрасится зеленым и из нее вылезет рука. Нет, я пропал, это уже свершившийся факт. Я просто хотел кому-нибудь рассказать свою грустную историю. Вот тебе я рассказал. А теперь прощай. Спасибо тебе, что дослушал до конца. Пойду-ка я домой, ты хорошая девушка. Он пожал мне руку и побрел вглубь двора. Я смотрел ему вслед до тех пор, пока он не перестал быть виден, а затем, терзаемая переживанием за этого человека, повернулась и пошла к вокзалу. Время поджимало, поезд уходил через полчаса, по пути я завернул в тот самый бар, чтобы купить себе чего-нибудь дорогу, точно зная, что не смогу уснуть. Девицы в баре уже не было, там бойко суетилась другая, вероятно, ее сменщица. Купив бутылку пива и пяток бутербродов, я вышла. Я уже направилась к вокзалу, когда сзади донесся скрежет и вой тормозов, удар, а следом короткий крик. Я оглянулась, на асфальте кто-то лежал ничком, возле головы растекалось темное пятно. Машина, сбившая его, умчалась в ночь, не оказав помощи. Поняв, кого именно сбила, я даже не пыталась оказать... Поняв, кого именно сбила, я переливала из реклам неоновыми трубками часть... Поняв, кого именно сбила, я даже не пыталась оказать помощь, я узнала, что Сергей мертв. Вместо того, чтобы смотреть на тело, я посмотрела на бар, вернее на вывеску, не знаю почему, но я ожидал того, что увидела. Переливалась блеклыми неоновыми трубками, часть из которых не горела, над входом в бар светилось его название «Зеленая дверь». Дверь в детство. Меня зовут Андрей Степанович Барсуков, 1946 года рождения. Пенсионер, вдовец, детей нет. Это письмо я кладу в ящик вам, Зинаида Ивановна, чтобы вы знали, я не исчез, я не умер, не сошел с ума, у меня все хорошо, и что я решился войти в дверь. Как помните, мы с вами были обеспокоены исчезновениями наших сверстников и людей немногим моложе. В нашем маленьком городе такого рода события быстро становятся известны. Помните, как боялись выйти на улицу в страхе, что какой-нибудь негодяй подойдет, как даст по голове и не будет Андрея Степановича? Так вот, пожалуйста, не бойтесь и дочитайте письмо до конца, потому что здесь совершенно нет ничего страшного, и я надеюсь, что вы тоже сможете решиться, как и я. Дело в том, что на одной из своих прогулок я зашел на пустырь в Столеварный районом, и обнаружил дверь, лежащую на земле. Был прохладный темный вечер. Накануне выпал и не растаял снег, и эта белая дверь должна была остаться незамеченной. Тем не менее, виднелась совершенно отчетливо. Мое внимание сразу привлекло то обстоятельство, что к этой двери было несколько пар следов. Но в обратную сторону они не шли, а как будто бы исчезали за этой дверью. Я сразу подумал, что там, возможно, находится погреб или бункер, но когда я попробовал поднять ее за ручку, то увидел только мерзлую землю и жухлую траву. Вы знаете, я человек не суеверный, но мне стало как-то не по себе. Положив дверь на место, я оттуда быстро ушел. Несколько дней я старался держаться от пустыря за Столеварным подальше. В это время вы мне рассказали о том, что куда-то исчезла еще одна наша добрая знакомая, Зоя Никитична. Это было довольно необычно, учитывая, что последние несколько лет она не вставала с постели. Помню, вы рассказывали со слов ее дочери, что дверь в комнату Зои Никитичны была распахнута, постель не убрана, и что вся уличная одежда и обувь осталась на своих местах. Тем же вечером я без всякого умысла решил снова прогуляться до пустыря. Стариковская бессонница замучила, а свежий воздух способствует засыпанию. К этому времени снега выпало еще больше и было достаточно зябко, так что прогулку я совершил в одиночестве. Пустырь был белым и почти нетронутым, однако из памяти не шли те загадочные следы, что я обнаружил в прошлый раз. И стоило только об этом подумать, как я увидел еще одну цепочку отпечатков.
Кто-то босой прошел здесь, свернув с тропки и углубившись на пустырь. Мне стало тревожно, и я тут же припомнил ваш рассказ о Зое Никитичне. И тогда я отправился вдоль следов, понимая, что, возможно, мне предстоит увидеть там, где они закончатся. Но, к счастью, увидел лишь ту же дверь, и следы заканчивались где-то под ней, потому что кругом расступилась лишь нетронутая целина. Я хотел вновь приподнять дверь, но в воздухе вдруг запахло липовым цветом и зазвучал детский смех. Возможно, мне следовало бы испугаться, но я вдруг осознал, что давно не чувствовал себя настолько хорошо. Точно с плеч слетели лет 25, если не все 30. Я огляделся по сторонам, запах липового цвета не исчезал. И смех прозвучал снова, но теперь я отчетливо понял, что исходит он из-под лежащей на земле двери. Здесь вы, возможно, посчитаете, что я совершенно с ума сошел на старости лет, но прошу, читайте дальше, хотя на тот момент я сам усомнился в собственном рассудке. Однако взялся за холодную стеклянную ручку и поднял дверь. Вспышка яркого света буквально ослепила меня, и я закрыл глаза свободной рукой. Вместе со светом из-за двери неслись запахи липы, свежего жаркого лета, а в журчании детского смеха я начал узнавать знакомых мне дорогих людей. Пашку Стрельцова, с которым за одной партой сидел в детстве, он еще с буквой «Р» не в ладах был, Иришку, старосту класса, расслышал, Сашка Карпов, Антон Рудый, все были там в потоке белого света. И знаете что, Зою Никитичну я там тоже расслышал, Зойку Синицыну, вернее будет сказать, самую красивую девочку в классе. Вот пишу вот и краснею, а главное, что и они меня узнали. Андрей кричали, хором и смеялись, Андрюшка, давай к нам в мяч погоняем. И звонкие удары ногой по мячу я слышал, и щебет купающихся в песке воробьев. Отняв руки от глаз, я зажмурился, но потом свет, кажется, немного померк, а может быть, это я привык к нему. И тогда мне показалось, что я начинаю различать в нем силуэты. Проступил горизонт и футбольные ворота. Помните, когда-то здесь на пустыре мы все лето проводили, играя в мяч, так что матери дозваться не могли. Видела силуэты детей, махавших мне руками. Я чего-то испугался, того, что могу разглядеть дальше, и уронил створку. Сияние стихло, ушло летнее тепло, его запахи. Я вдруг продрог до самых костей. Посмотрел на часы, была половина первого ночи. Получается, я здесь простоял целых полчаса. С трудом разогнавшись, я побрел домой. Ох, и донимало же меня ночью колено. Ваша масть, конечно, немного успокаивала, но в него точно раскаленный пруд вкручивали. Маялся я до утра, все вспоминал школьные годы, друзей, как в пионеры посвящали, все вспоминал, и мечты, и надежды, и никогда на ум не шло, а теперь вдруг нахлынуло. Но особенно вспоминалась та молодая легкость во всем теле, которая охватила меня, когда я открыл дверь. Так до самого утра и промаялся, пока нога не отпустила. Зинаида Ивановна, да вы простите, что я к вам крайне редко заходил. Это я все по ночам до пустыря ковылял. Дверь-то она была там, вот только ни лето, ни детство за ней не оказывалось. Только прямоугольник замерзшей травы. Я тогда в отчаянии был, думал, раз в жизни напоследок показали мне чудо, а я отбросил его, ударив по протягивающей руке. А потом время припомнил, время на часах было полночь и 30 минут. Так что пора мне заканчивать свое письмо, уже 11, а до пустыря еще дойти надо. А как дойду, открою дверь и тогда-то уж не забоюсь, войду внутрь и буду играть с ребятами в мяч, а потом обольюсь водой с колонки на углу. Я надеюсь, что вы решитесь следом за мной, а если да, запомните. Полночь, пустырь за Сталеварным. Дверь хорошо видна, снег ее от чего-то не заметает, и когда вы распахнете, я клянусь, я буду звать вас громче всех. С уважением, надеждой на скорейшую встречу, Андрюха. Несколько молодых парней в форме рыскали по пустырю за окраиной небольшого городка в области. Была весна, и снег вовсю таял, обнажая камни, рыхлую темную землю и то, что зимой казалось простым сугробиками, не вызывавшими никаких подозрений местных. Еще один подснежник, гаркнул один, сметая щеткой снег со стариковского лица.
Вот что их понесло сюда зимой. Всем городом искали, а по весне вон нашлась пропажа. Только вот что странно, не на пустырь тоже захаживали, даже с собаками, не нашли тогда. И улыбаются они все как один, беззубые, с железными коронками, с стальными челюстями, улыбаются так, точно дети при виде мороженого. Вздохнув, парень выпрямляется в полный рост, хрустит пальцами и машет обеими руками, подзывая к себе коллег. Никто из них не замечает, как в талом весеннем воздухе вдруг веет сладким липовым цветом. Девушка из снов. Каждый раз, когда я пытаюсь пересказать кому-то эту историю, мой язык предательски заплетается. А пальцы сцепляются в замок с такой силой, что я не могу их рожать еще полдня. Я не могу сказать, правда ли это или просто плод моего изрядно подболевшей фантазии, я сам не знаю. Но сегодня я решил попробовать написать, а не озвучить то, что уже несколько месяцев мучает меня. Не дает мне спокойно жить. Наверное, каждому из нас снился такой сон, который запоминается очень ярко, и проснувшись утром, ты думаешь, вот бы он подольше длился, зачем вообще просыпался? А потом вечером мечтаешь попасть туда снова, и еще один вечер, и так пока не упрячешь этот сон подальше на одну из бесконечных полок своей памяти. До лучших времен или навсегда. Так вот, я свой сон забыть не мог. Мне приснился старый ветхий дом на берегу бескрайнего моря. Я стоял на его крыльце и любовался небом, усыпанным яркими звездами. Я вдыхал соленый воздух и ощущал босыми ногами холодную от влажного ветра древесину. И единственная мысль в моей голове была, как я умудрился сюда попасть. Дело в том, что я ненавидел путешествовать. Для меня нет ничего лучше родной квартиры, пропахшей потом потом и табачным дымом. Интернета с бесконечными социальными сетями и смешными пикчами, уже изрядно потертого моя жопа кресла. Ну ты знаешь, как оно, а тут вдруг берег моря, что за дела? Я услышал шаги сзади меня. Резко обернувшись, я увидел незнакомую женщину лет 30. Единственное, что я мог запомнить, ее длинные черные волосы и ехидную улыбку с удивительно ровными белоснежными зубами. Я точно помню, что она была очень красивая, я таких никогда не видел. Без каких-нибудь фиолетовых анимешных глаз или сисек третьего размера. Но она была какая-то загадочная. Я не стал задавать ей никаких вопросов, я просто растерялся. Она улыбнулась мне и спросила, тебе тут нравится? Я молча закивал и снова огляделся вокруг, как будто это место могло исчезнуть в один момент. Так оно по сути и было, но я еще не знал, что нахожусь во сне. Все происходящее было настолько ярко и отчетливо, что сама реальность не всегда бывает столь реальна. Она тихо засмеялась и слегка прикоснулась к моему плечу. «Тогда мы еще встретимся», — сказала она, и все исчезло. Я проснулся в своей кровати, совершенно растерянный. Знакомый запах собственной квартиры показался мне настолько отвратительным, что я чуть не заплакал. Безнадежность сознания, что это всего лишь сон, буквально обожгла меня. На секунду мне подумалось, что я всегда быстро забываю сны, значит, и этот скоро исчезнет. И мне станет легче. Я увижу какой-нибудь новый сон, и плевать я хотел на этот дом, на эту женщину. Но этого не случилось. Я буквально превратился в живой труп. Все мои мысли были заняты этим райским местом. Единственное, чего я отчаянно хотел, лечь и уснуть и попасть туда. Она ведь пообещала, значит, я просто должен ждать, и она вернет меня к себе. Это место вернет меня к себе. Я забил на работу, я перестал общаться со своими немногочисленными друзьями. Сразу после окончания рабочего дня я еле слышно прощался со всеми и мчался домой в постели. Я закупался в
снотворным, потому что само ожидание сна становилось для меня пыткой хуже каленого железа. Но желанное место не желало больше видеть меня. В один прекрасный день я не выдержал и проболтался своему другу об этой навязчивой идее. Он внимательно посмотрел на меня, посоветовал забросить это дело. Я не думаю, что он знал что-то. Просто маниакальный блеск в этих глазах подсказал ему, что что-то тут не так. Я даже не стал продолжать этот разговор, откуда ему знать, каково там. Если бы он только попал туда, он бы смог меня понять. Через несколько дней после этого разговора мне пришла в голову идея, что я могу попробовать убить себя. Смерть ведь вечный сон, не так ли? А значит, у меня есть шанс попасть в это место, причем навечно. А если не выйдет, ну черт с ним, все равно я не живу тут уже толком. Тщательно все распланировав, и решил последний раз попробовать просто заснуть. Если ничего не выйдет, петля уже приветливо покачивалась на крюке от люстры, раз и все. Сам факт, что я пишу тебе это, думаю, подсказал тебе, что в ту ночь я все-таки оказался на берегу моря. Она сидела на мокром песке, окунув ноги в воду, заливисто смеялась. Лунный свет переливался в ее волосах. У меня перехватило дыхание. Я расплакался, клянусь тебе, я никогда не плакал, а тут разревелся, как маленький ребенок. Я совсем отчаялся, смотрю. Сквозь смех сказала она. Встав, она подошла ко мне почти вплотную. Я почувствовал запах моря, исходящий от ее тела. Мое сердце бешено заколотилось, и я еще раз схлипнул, аж самому смешно. «Я скачаю по этому раю», — ответила я дрожащим голосом. Она захохотала так громко, что у меня уши заложило. Когда она отсмеялась, она снова посмотрела на меня, но уже совсем по-другому. От этого взгляда у меня снова перехватило дыхание, но уже от страха. «Значит, ты вернешься еще раз в этот рай?» Она окинула меня насмешливым взглядом. «Если я тебя догоню, то уже завтра окажешься тут. Идет?» Я недоуменно пожал плечами. Смысл от такой игры? Я столько времени жаждал сюда попасть, почему мне убегать от нее? Пусть ловит меня, я только за. Она отвернулась от меня и зажала ладошками глаза, как ребенок. Я не удержался и улыбнулся этой картине. Мое сердце колотилось, как бешеное, предупреждая меня. Ладони стали мокрыми и липкими от пота. Но я стоял на месте, как вкопанный. Дочитав до 10, она повернулась ко мне, и вот тут я понял, как зря я остался. Ее глаза стали ярко-белыми, без зрачков, просто сияющая белизна. Удивительно ровные зубы превратились в белоснежный оскал хищника. Такими зубами можно туши разделывать и кости перемалывать. Ее руки как-то неестественно удлинились, превратившись в уродливые конечности, похожие на древесные корни, достающие до пят. Она крикнула мне все тем же милым голосом, которым говорила со мной и до этого. «Беги!» И в одну секунду преодолела те расстояние, что было между нами. Я почувствовал дикую боль в животе, будто там оказалось десяток ножей. Отпустив взгляд, я увидел, что в сущности так оно и есть. Ее уродливая рука просто прошла сквозь меня. Как нож сквозь масло. Я открыл рот, чтобы закричать, но ее вторая рука прошла через мою грудь, превратив мои легкие в кровавое месиво. Вместо крика я издал лишь ужасный хрип. Теперь помимо боли в животе и груди все тело жгло от невозможности вздохнуть. Я дергался, как тряпичная кукла, пытаясь стянуть хоть немного воздуха, но все было четно. Она подняла меня в воздух и подтянула к себе. Мое лицо оказалось буквально в миллиметре от нее. Она поцеловала меня, поцеловала. Ты можешь себе это представить? Вряд ли. Невозможно представить себе тот ужас и отвращение, которое я испытал в тот момент. Я даже не испытывал боли, когда она вырвала мой язык изо рта. Мой мозг был одурманен недостатком кислорода, я даже не мог примерно посчитать, сколько еще жить мне осталось. Но я так и не умер, она измывалась надо мной, потроша мое тело до самого рассвета. А когда солнечный свет окрасил песок в оранжевый цвет, она бросила мое тело в воду. От холода мои останки обожгло чудовищной болью. Если бы мне было чем кричать, я бы кричал изо всех сил. Как не кричал никогда. Я резким рывком поднялся в своей собственной кровати. Вся постель была мокрая от пота.
Можно было выжать целое ведро, но мне не было до этого, сам понимаешь. И весь день я убеждал себя в том, что это просто кошмар, нервный срыв, вот и все. Если я выброшу это из головы, то все станет нормально. Но мой мозг и мое тело говорили о том, что такой боли не может быть во сне. Ближе к вечеру я твердо решил не ложиться спать. Закупился кофе, уселся за компьютер и принялся шариться по интернету, безотказное средство. Было, очнулся я все на том же берегу. Она стояла в 10 шагах от меня и криво улыбалась еще ровными зубами. «Готов?» – спросила она. Не дожидаясь, пока она начнет считать, я развернулся и побежал так быстро, как только мог. Я слышал, как звонко она хохочет, дикий ужас пожирал меня изнутри. Я никуда не сворачивал, мчался просто вдоль берега, только бы подальше от нее. Но уже через 5 минут я столкнулся с ней лицом к лицу. А опять она измывалась надо мной до самого рассвета, пока от меня не осталось лишь кровавое нечто, напоминающее человека, а потом швырнула меня в море, криво улыбаясь. Проснувшись, я разрыдался от отчаяния, вспомнив о петле, все еще дожидающейся меня на кухне. Я еле-еле поднялся на ноги и, шагая, будто тряпичная кукла, побрел туда. Когда я поднялся на шаткий табурет, в моей голове прогремел голос, ее голос. «Нет!» Ни повелительных ноток, ни повышенного тона, просто нет. Задыхаясь от рыдания, я снял петлю с крюка и исчез. Мое тело не слушалось меня, я хотел одеть ее на шею. Хотел так отчаянно, так хотел когда-то добраться до таинственного домика на берегу моря, но не мог. Я не пошел на работу, просто бродил по городу, ни о чем не думая, бесцельно. Я знал, что у меня не выйдет не заснуть и сегодня ночью, и следующей ночью, и после нее. Так оно и получилось. Целую неделю я пытался убежать от нее. Но каждый раз я просто сталкивался с ней, и она рвала меня на части. Я не могу описать тебе те вещи, что она творила со мной. Слишком ужасно, слишком отвратительно. Я боялся даже вспоминать это, но каждое утро мой мозг подбрасывал мне воспоминания. Такие яркие, что я кричал от боли, которую испытывал тогда. Но я не оставил попыток не уснуть ни в одну из ночей. Я пил кофе и энергетики вперемешку, буквально канистрами. Мои внутренности уже, наверное, покрылись язвами, но я продолжал. Я надеялся, что у меня все-таки получится. Я несколько раз ходил к бабкам по советам все того же друга. Правда, он до сих пор думал, что я одержим этим домиком. Я не стал ему рассказывать о том, что случилось со мной. Но все знахарки и гадалки только пожимали плечами. Все, мол, нормально с тобой, чего ты там надумал себе. А вчера днем на работе на обеденном перерыве увидел на входе знакомую фигуру. Она стояла в дверном проеме в белоснежном платье, ее черные волосы водопадом струились по ее тонким плечам. На лице была все та же кривая улыбка. Я хотел закричать, но она прижала палец к губам, и крик застрял у меня в горле. Медленно, будто танцуя, она подошла к моему столику и села рядом со мной. «Соскучился?» – тихо прошептала она, прижавшись щекой к моему лицу. «Теперь тебе не надо от меня убегать. Теперь мы вместе». Я лишь тихо всхлипывал, не в силах выдавить даже звука. В ту ночь она издевалась надо мной так, как никогда раньше. Она рвала меня на части с таким упоением, как будто не понимала, какие мучения мне причиняет, как будто думала, что это мне нравится. Я уже понял, что я в ловушке, из которой нет выхода. Я почти смирился, знаешь. Сейчас я рассказываю тебе эту историю, и она сидит прямо позади меня. Я чувствую, как ее прохладная рука обнимает мои плечи, как ее тонкие пальцы лежат на моих губах. Сейчас она красивая и почти беззащитная, я почти люблю ее, правда. Но ночью все изменится, как меняется уже, кажется, целую вечность. Я бы посоветовал тебе быть поосторожней со сновидениями, Анон. Но я не думаю, что ей нужно кто-то еще. Просто однажды, когда будешь ложиться спать, скажи спасибо, что там, где мог бы быть ты сейчас, оказался я. Запах сарсапарели от Рэя Брэдбери. 3 дня кряду Уильям Финч с позаранку
забирался на чердак и до вечера тихо стоял в полутьме, обдумываемый сквозняком. Ноябрь был на исходе, 3 дня мистер Финч простоял так в одиночестве, чувствуя, что само время тихо, измолвно осыпается белыми хлопьями с бескрайнего свинцового неба, укрывает холодным пухом крышу и припудривает карнизы. Он стоял неподвижно, смешив веки. Тянулись долгие серые дни, солнце не показывалось, от ветра чердак ходил ходуном, словно утлая лодка на волнах, скрипел каждой своей косточкой, стряхивал слежавшуюся на десятилетия пыль с балок, с покоробивших досок и дранки. Все вокруг охало и ахало, стонало и кряхтело. А Уильям Финч стоял и вдыхал сухие тонкие запахи, словно изысканные духи, и приобщался к издавна копившимся здесь сокровищам. Глубокий вдох. Внизу жена его, Кора, то и дело прислушивалась, но ни разу не слыхала, чтобы он прошел по чердаку, или переступил с ноги на ногу, или шевельнулся. И чудилось только, что он шумно дышит там, на продуваемом всеми ветрами чердаке, медленно, мерно, глубоко. Будто работают старые кузнечные мехи. Смех, да и только, пробормотала она. На 3-й день, когда он торопливо спустился к обеду, с лица его не сходила улыбка. Он улыбался унылым стенам, щербатым тарелкам, исцарапанным ложкам и вилкам, и даже собственной жене. «Чему ты радуешься?» – спросила она. «Просто настроение хорошее, отменившее», – он засмеялся. Он был что-то не в меру весел. Буйная радость бродила и бурлила в нем. Того и гляди, выплеснется через край. Жена нахмурилась. «Чем это от тебя пахнет?» «Пахнет. Как так пахнет?» Финч вскинул сидеющую голову. Жена подозрительно принюхалась. «Сарсапарелью, вот как». Быть этого не может. Его нервическая веселость разом оборвалась, будто слова жены повернули какой-то выключатель. Он был ошеломлен, растерян, вдруг насторожился. «Где ты был утром?» – спросила Кора. «Ты же знаешь, прибирал на чердаке. Размечтался над старым хламом. Я ни звука не слыхала. Думала, может, тебя там нету на чердаке». «А это что такое?» – она показала пальцем. «Вот те на... Это еще откуда взялось? Неизвестно, кому задал Уильям Финч этот вопрос». С величайшим недоумением он уставился на черные металлические велосипедные зажимы, которыми оказались прихвачены его брюки у костлявых щиколоток. «Нашел на чердаке», – ответил он сам себе. «Помнишь, Кора, как мы катили на нашем тандеме по проселочной дороге? Это было 40 лет назад, ровно поутру, а мы были молодые. Если ты нынче не управишься с чердаком, я заберусь туда сама и повыкидаю весь хлам». «Нет», – схлипнул он, – «я там все разбираю, как мне удобно». Жена холодно поглядела на него. За обедом он немного успокоился и опять повеселел. «А знаешь, Кора, что за штука чердак?» – заговорил он с уважением. «Всякий чердак – это машина времени. В ней тупоумные старики вроде меня могут отправиться на 40 лет назад, в блаженную пору, когда круглый год безоблачное лето и детишки объедаются мороженым. Помнишь, какое вкусное было мороженое? Ты еще завернул его в платок, отдавал сразу и снегом, и полотном». Кора беспокойно поежилась. «А пожалуй, это возможно», – думал он, полузакрыв глаза, пытаясь вновь все это увидеть и припомнить. «Ведь что такое чердак? Тут дышит само время. Тут все связано с прошедшими годами. Все сплошь куколки и коконы иного века. Каждый ящик и ящичек словно крохотный саркофаг, где покоятся тысячи вчерашних дней. Да чердак – это темный уютный уголок, полный временем. Если стать по самой середке и стоять прямо во весь рост, скосив глаза, и думать, и вдыхать запах прошлого, и, вытянув руки, коснуться минувшего, тогда. Он спохватился, оказывается, что-то, хоть и не все, он подумал вслух. Кора торопливо ела.
А ведь правда интересно, если бы можно было и прям путешествовать во времени? Спросил Уильям, обращаясь к пробору в волосах жены. И чердак вроде нашего, самое подходящее для того места, лучше не сыщешь, верно? В старину тоже не все дни были безоблачны, сказала она. Просто память тебя шалая. Хорошее все помнишь, а худое забываешь. Тогда тоже не сплошь было лето. В некотором смысле так оно и было. Нет, не так. Я что хочу сказать, жарко зашептал Уильям и подался вперед, чтобы лучше видеть картину, которая возникла на голой стене столовой. Надо только ехать на своей одноколеске поаккуратнее, удерживать равновесие, балансировать между годами, руки в стороны, осторожно, осторожно, от года к году, недельку провести 909-м, денек 90-м, месячишко или недели две где-нибудь еще, скажем, 905-м, 898-м, и тогда до конца жизни так и не выйдешь из лета. Что еще за одноколеска? Ну знаешь, такой высокий велосипед об одном колесе, весь хромированный. На таких катаются актеры в цирке и жонглируют всякой всячиной. Тут главная хитрость удерживать равновесие, чтобы не свалиться, и тогда все эти блестящие штуки так и летают в воздухе высоко-высоко. Блещут, сверкают, искрятся, мелькает что-то пестрое, красное, желтое, голубое, зеленое, белое, золотое. Над головой у тебя летают в воздухе все эти июли, августы. Сколько их было на свете, а ты знай, подкидывай их, как мячики, да улыбайся. Вся соль в равновесии, кора в равновесии. «Тра-та-та», — сказала она, затараторил тараторка. Он скарабкался по длинной холодной лестнице, чердак его пробирала дрожь. Бывали такие зимние ночи, когда он просыпался, продрогнув до костей, ледяные колокола звенели в ушах, мороз щипал каждый нерв, будто вспыхивал внутри колючий фейерверк, и рассыпались ослепительно белые искры, и жгучий снег падал на безмолвные потаенные долины подсознания. Было холодно. Так холодно, что и долгое-долгое знойное лето со всеми своими зелеными факелами, жарким бронзовым солнцем не растопило бы сковавший все его существо ледяной панцирь. Понадобилось бы не одно лето, а добрых 2 десятка. По ночам в постели весь он только огромная пресная сосулька, снежный истукан, в нем поднимается вьюга бессвязных сновидений. Суматоха ледяных кристаллов. А за стенами опускалась вечная зима, над всем нависло низкое свинцовое серое небо и давит людей точно тяжкий пресс. Виноградные грозди перемалывает краски и разум и саму жизнь. Только дети уцелели и носятся на лыжах, летят на санках с оледенелых гор, в чьих склонах, как в зеркале, отражается этот давящий железный щит и опускается все ниже и ниже каждый день и каждую нескончаемую ночь. Уильям Финч откинул крышку чердачного люка. Зато вот она, вокруг него взвилась летняя пыль. Здесь на чердаке пыль кипела от жары, сохранившейся с давно прошедших знойных дней. Он тихо закрыл за собой люк. На губах его заиграла улыбка. Чердак безмолвствовал, словно черная туча перед грозой. Лишь изредка до коры сверху доносилось невнятное мужчина-бормотание. В 5 часов пополудни мистер Финч встал на пороге кухни, напевая «О, мечты мои золотые!», замахнул навехонькой соломенной шляпой и крикнул, будто малого ребенка хотел напугать: «У-у-у! Ты что, проспал, что ли, весь день?» – загрызнулась жена. «Я тебе 4 раза кричала, хоть бы отозвался». «Проспал», – переспросил он, подумал минуту и фыркнул, но тотчас зажал рот ладонью. «Да, пожалуй, что и так». Тут только она его разглядела. «Боже милостивый, где ты раздобыл это тряпье?» На Уильяме был красный в полоску точно леденец сюртук, высокий тугой белый воротничок и кремовые панталоны. А соломенная шляпа благоухала так, словно воздух подбросили пригоршню свежего сена.
Нашел в старом сундуке. Кора потянула носом. Нафталином не пахнет и выглядит как новенький. «Нет, нет», – поспешно возразил Уильям. Под критическим взором жены ему явно стало не по себе. «Нашел время для маскарада», – сказала Кора. «Уж и позабавиться нельзя». «Только забавляться умеешь», – она сердито захлопала духовку. «Бог свидетель, я сижу дома и вяжу тебе носки, а ты в это время в лавке подхватываешь дам под локоток, можно подумать, они без тебя не найдут, где вход, где выход». Но Уильям уклонился от ссора. «Послушай, Кора», он потупился, разглядывая что-то на дне навехонькой, хрустящей соломенной шляпы. «Ведь правда, хорошо бы прогуляться, как мы бывало гуляли по воскресеньям. Ты под шелковым зонтиком, и чтоб длинные юбки шуршали, а потом посидеть в аптеке на стульях с железными ножками, и чтоб пахло, помнишь, как пахло когда-то в аптеке? Почему теперь так не пахнет? И спросить 2 стакана сарсаперелевой, а потом прокатиться в нашем Форде 910 года на Хенинскую набережную и поужинать в отдельном кабинете и послушать духовой оркестр. Хочешь? Ужин готов. И сними эти дурацкие тряпки. Хватит сюда разыгрывать». Уильям не отступался. «Ну, а если б можно было так? Захотела и поехала», — сказал он, не сводя с нее глаз. Поля, дорога, обсажена дубами, тихо и совсем как в былые годы, когда еще не носились повсюду эти бешеные автомобили. «Ты поехала?» На тех дорогах были страшные пылища. Мы возвращались домой, черные, как папуасы. Кстати, Кора взяла со стола сахарницу и встряхнула ее. «Нынче утром у меня тут лежало $40, а сейчас нету. Уж не заказал ли ты этот костюмчик в театральной мастерской? Он новый, с иголочки, ни в каком сундуке он не лежал». Я, Уильям, осекся. Жена бушевала еще добрых полчаса, но он так и не стал защищаться. Весь дом сотрясался от порывов ноябрьского ветра, и под речи Коры свинцовое стылое небо опять пошло сыпать снегом. «Отвечай мне», — сказала она, — «ты что, совсем орехнулся? Ухлопать наши кровные денежки на тряпье, которые носить-то нельзя». «На чердаке», — начал Уильям. Кора, не слушая, ушла в гостиную. Снег повалил вовсю, стало холодно, темно, настоящий ноябрьский вечер. Кора слышала, как Уильям снова медленно полез по приставной лестнице на чердак, в это пыльное хранилище прошлого, в мрачную дыру, где только и есть что старая одежда, подгнившие балки до время, в чужой особый мир, совсем не такой, как здесь внизу. Он опустил крышку люка, вспыхнул карманный фонарик, другого спутника ему не надо. Да, оно все здесь, время, собранное, сжатое, точно японский бумажный цветок. Одно прикосновение памяти, и все раскроется. Обернется прозрачной росой мысли, вешним ветерком, чудесными цветами, огромными, каких не бывает в жизни. Выдвинь любой ящик комода, и под горностаевой мантией пыли найдешь двоюродных сестриц, тетушек, бабушек. Да, конечно, здесь укрылось время. Ощущаешь его дыхание, оно разлито в воздухе. Это не просто бездушные колесики и пружинки. Теперь весь дом там внизу был так же далек, как любой давно минувший день. Полузакрыв глаза, Уильям опять и опять обводил взглядом затихший в ожидании чердак. Здесь в хрустальной люстре дремали радуги, и ранние утра, и полдни такие игристые, словно молодые реки, неустанно текущие вспять сквозь время. Луч фонарика разбудил их, и они ожили и затрепетали, и радуги взметнулись среди теней и окрасили их в яркие цвета, в цвет сливы и земляники, и винограда, и свежеразрезанного лимона, и в цвет после розового неба, когда ветер только-только разогнал тучи, и проглянула омытая синева. А чердачная пыль горела и курилась, как ладан, это горело время. Оставалось лишь вглядываться в огонь. Поистине этот чердак – великолепная машина времени. Да, конечно, так оно и есть. Только тронь вон те граненые подвески, да эти дверные ручки. Потяни кисти шнуров,
Зазвени стеклом, подними вихрь пыли, откинь крышку сундука и точно механизм органа. Поработай старыми каминными мехами, пока не запорошит тебе глаза пеплом и злой давно погасшего огня. И вот если сумеешь играть на этом старинном инструменте, если обласкаешь каждую частицу этого теплого и сложного механизма, это бесчисленные рычажки, двигатели и переключатели, тогда. Он замахнул руками. Так будем же дирижировать, торжественно и властно вести этот оркестр. В голове звучала музыка. Плотно сомкнув губы, он управлял огромной машиной, громовым безмолвным органом, басы, тенора, сопрано, тише, громче, и вот наконец аккорд, потрясающий до самой глубины. Он закрывает глаза. Часов в 9 вечера жена услышала его зов. Кора, она пошла наверх. Муж выглядел на чердаке люка и улыбался, взмахнул шляпой. «Прощай, Кора, что ты такое мелешь? Я все обдумал, я целых 3 дня и хочу... Я думал целых 3 дня и хочу с тобой попрощаться. Слезай оттуда, дурень. Вчера я взял из банка $50, я давно об этом думал. А когда это случилось, так уж тут, Кора, он порывисто протянул ей руку. Последний раз спрашиваю, пойдешь со мной на чердак, спусти лесенку, Уильям Финч. Я влезу наверх и выволоку тебя из этой грязной дыры. Я отправлюсь на Хеннегейскую набережную есть рыбную солянку, сказал Уильям. И закажу оркестру, пускай сыграют, над заливом сияет луна. Пойдем, Кора, пойдем. Его протянутая рука звала. Кора во все глаза глядела на его кроткое, вопрощающее лицо. «Прощай», — сказал Уильям. Тихонько он помахал рукой. И вот сияет пустой люк, ни лица, ни соломенной шляпы. Уильям пронзительно крикнул Кора. На чердаке темно и тихо. С криком она кинулась за стулом, кряхтя и взобралась в эту затхлую темень, поспешно посветила фонариком по углам. Уильям. Темно и пусто, весь дом сотрясался под ударами зимнего ветра. И тут она увидела в дальнем конце чердака, выходившем на запад, приотворено окошко. Спотыкаясь, она побрела туда, помешкала, затаив дыхание, потом медленно отворила окошко. Снаружи к нему приставлена была лесенка, другим концом она упиралась в крышу веранды. Кора отпрыгнула. Распахнутым окном сверкали зеленые листвой яблони, стояли теплые июльские сумерки. С негромким треском разрывались хлопушки фейерверка. Издали доносился смех, веселые голоса в воздухе. Вспыхивали праздничные ракеты, алые, белые, голубые, рассыпались, гасли. Она захлопнула окно, голова кружилась, она чуть не упала. Уильям позади через отверстие люка в полу сочился снизу холодный зимний свет. Кора нагнулась, снег, шурша, лизал стекла окон там внизу в холодном ноябрьском мире, где ей суждено провести еще 30 лет. Она больше не подошла к тому окошку. Она сидела одна в темноте и вдыхала единственный запах, который здесь на чердаке оставался свежим и сильным. Он не рассеивался, он медлил в воздухе, точно вздох покоя и удовольствия. Она вздохнула его всей грудью. Давний, так хорошо знакомый, незабвенный запах сарсапарели. Ну и последняя история. Амония-авеню. Это произошло в полночь. Я, утомленный многочасовым наблюдением, задремал в кресле у кровати леди Лоррейн. Я увидел странный сон, отчетливый, как бред курильщика опиума. Там была залитая
солнечным светом поляна, странные белые цветы росли среди шелковистой травы, древний дуб в центре поляны, широко раскинув корявые ветви. Мы шли с Лоррейн по тропинке, ведущей к дубу, она впереди и следом. Я увлеченно рассказывал ей о последних открытиях доктора Шарка в области лечения душевных заболеваний. Она рассеянно слушала, покусывая травинку. Иногда она оборачивалась, и когда наши взгляды встречались, улыбалась мне. Ветер играл прядями ее длинных черных волос, и я невольно любовался ей. Внезапно она остановилась и крепко сжала мою руку, запястье. Я умолк на полуслове. «Амония-авеню», – произнесла леди Лоррейн, глядя мне в глаза и загадочно улыбаясь. «Ищи меня на Амония-авеню, там, где лилия тверже гранита. Я буду ждать тебя в полночь». Внезапно мое зрение помутилось на мгновение, а затем я обнаружил, что остался один. Лоррейн шла далеко впереди, и она уже была рядом с дубом. Вот она оглянулась, помахала мне рукой и скрылась за поворотом. «Амония-авеню», – прошелестел ветер в траве. «Помни обо мне, я буду ждать тебя на Амония-авеню». Тоска и ощущение невосполнимой утраты наполнили мою грудь, и я проснулся. Сперва мне показалось, что леди Лоррейн крепко спит, потом я понял, что она уже не дышит. Она улыбалась, как живая. Я, как зачарованный, смотрел на ее улыбку и чувствовал, что в моей душе тоже что-то умирает. Я похоронил леди Лоррейн в старом фамильном склепе. Жизнь потеряла с того дня для меня всякий смысл. Мир еще недавно такой яркий и интересный, словно выцвел под палящими лучами августовского солнца. Я пристрастился к алкоголю, начал опять курить опиум, и порой в моих болезненных грезах я слышал откуда-то издалека голос моей возлюбленной. «Амония-авеню, ищи меня на Амония-авеню». Наверное, это уже было начало вмешательства. Я стал наводить справки, никто не знал об улице с таким странным названием. Амония-авеню, Аммиачная улица. Я целыми днями просиживал в библиотеках, изучая справочники и адресные книги. Балтимора, Филадельфия, Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес. Десятки городов, тысячи улиц, счетно. В ярости я проклинал небеса и готов был даже продать свою душу дьяволу в обмен на название города. Города, которым была бы такая улица, Амония-авеню. Эти слова стали моим проклятием, моим навязчивым кошмаром. Десятки раз в опиумном бреду я видел себя стоящим на этой улице. Каждый раз она была разной, то широкой и прямой, то узкой и извилистой. Иногда она была многолюдной, иногда пустынной. Но всегда я оказывался там ночью, и тщетно я искал глазами ту, что назначила мне это безумное свидание. Лоррейн там не было, и зато я обнаружил другое. Этот мерзкий старик, да-да, он всегда был там, на этой улице. Маленький, тщедушный, в потертом черном сюртуке и высоком цилиндре. Он то проходил мимо, поигрывая тросточкой, то выглядывал из окна, и каждый раз он гнусно улыбался и подмигивал мне. Он определенно что-то знал, старая крыса. Я понял, что должен поговорить с ним. Но старикашка ускользал от меня. Стоило только мне сделать попытку приблизиться к нему, как он исчезал, растворялся в воздухе, превращался в цветочную клумбу, в фонарный столб или просто в тень на мостовой. В бешенстве я осыпал его проклятиями, и безумие росло и росло, пока полностью не овладело моим воспаленным мозгом. Я стал искать старика здесь, в этом мире. Впрочем, к тому моменту я уже перестал различать грань между своим бредом и реальностью. Я дни и ночи бродил по улицам, вглядываясь в лица прохожих и бормоча одни и те же слова, словно некое заклинание. Иногда мне казалось, что я вижу кого-то похожего на проклятого старика. Тогда я устремлялся к этому человеку с криком «Амония-авеню!». Естественно, так не могло долго продолжаться, и я оказался в клинике профессора Шварца. Когда я увидел профессора Шварца в первый раз, я испытал такое сильное потрясение, что лишился чувств. Это был он, старик моих кошмаров. Маленький, сухощавый, в черном сюртуке и цилиндре. Он противно ухмылялся, глядя на меня. Мне захотелось убить его. По пришествии некоторого времени я смог
преодолеть это болезненное желание. И еще долго, очень долго я не мог с ним говорить ни о чем, кроме аммония виню. Я рыдал, заклинал его всем святым, предлагал ему все свое состояние в обмен на ответ. Ответ на проклятый вопрос «где?». Где? Естественно, я не получил ответа. Шли годы, я оставался в клинике Шварца, и время лучший доктор делал свое дело. Я успокоился, слова аммония виню перестали быть моим проклятием, и Лоррейн уже больше не ждала меня там за занавесой неизреченного. Короче, я выздоровел. Пришел день, когда я покинул клинику от души, поблагодарив профессора Шварца. Экипаж увозил меня в дождливую ноябрьскую ночь, спокойный и безразличный ко всему. Я равнодушно скользил взглядом по окрестностям. Мы проезжали какой-то маленький провинциальный городишко, и вдруг все мое существо будто пронзил разряд вольтовой дуги. Я увидел название улицы на кирпичной стене дома. Я выскочил на ходу из экипажа, и тут скрылся в ночном мраке. С трудом поднявшись с земли, оглушенным падением, подошел к стене. Да это были эти проклятые слова «аммония виню». Я осмотрелся, улица была пустынна, ни одного окна не светилось. Лишь фонари бросали тусклый желтый свет на кирпичные стены домов, похожих один на другой, словно близнецы. Я, шатаясь, брел по улице. Дождь обрушивал на меня потоки воды, ледяной ветер бил в лицо. Я стучался в запертые двери, мне никто не отвечал. Отчаяние наполнило мое сердце. Наконец я увидел вдали светящееся окно. Из последних сил я побежал туда, спотыкаясь, падая и опять поднимаясь. Это был маленький трактир. Когда я увидел вывеску, сердце сжалось у меня в груди. Трактир назывался «Бриллиантовая лилия». Лилия тверже гранита. Я стоял у закрытой двери. Тихая печальная музыка доносилась изнутри. Я стоял и слушал, не в силах сделать шаг. Это было так трудно решиться и открыть эту дверь. «Лоррейн», — шептал я, — «Лоррейн, это выше моих сил. После стольких лет разлуки, что я скажу тебе, что ты скажешь мне? Ты ведь жива, я знаю, а я давно уже умер. Лоррейн, отпусти меня». Музыка звучала и звучала, дождь лил не переставая, ветер безумствовал. Потом начали бить часы, и пока часы били полночь, я ждал, что ветер принесет ответ откуда-то из мрака, из самого сердца осенней ночи. Я ждал еле слышных слов. «Я отпускаю тебя, ты свободен». Тщетно ночь молчала. Тогда я сделал шаг назад, потом другой, потом повернулся и с криком отчаяния побежал в ночную мглу. С тех пор минуло много лет, я неоднократно возвращался в этот маленький город. Но там никто не слышал об улице с таким названием. Я понял, что мне был дан лишь один шанс, и я упустил его. Теперь мне остается только надеяться, безнадежно надеяться на то, что когда-нибудь я вновь пройду по булыжным мостовым аммония виню.